Федор Гречанин, директор по стратегическому развитию компании Starlight Media. Это ICTV, СТБ, новый канал, правильно? Все верно. Да. Как вы считаете, это была необходимая мера, этот закон, он имеет право на жизнь? По поводу закона, и хорош он или не хорош. Тут очень важно, мне кажется, вспомнить, что в принципе сокращение универсальной программной услуги изначально было инициировано как раз кабельными провайдерами. В какой-то момент медиагруппы решили с этим согласиться. И в результате у нас есть этот закон. Поэтому закон, нельзя сказать, что он однозначно играет в пользу одних за счет других. Закон этот, собственно, говорит о том, что между коммерческими игроками рынка должны выстроиться коммерческие отношения. Не государство говорит, что эти каналы обязательно есть, чему были недовольны провайдеры. Не государство нам говорит, что наши каналы можно брать, не согласовывая это с нами, чему мы были тоже этим недовольны. Все хотели честных коммерческих отношений, как это, в общем-то, есть в большинстве стран Западной Европы, как это есть в Штатах, ну, в общем, в большинстве цивилизованных стран. В этом смысле это хороший, нормальный, правильный закон. По поводу дорого или дешево, ну, об этом говорится. Смотрите, когда мы формировали условия для провайдеров, мы исходили из того, что цены должны быть такими, когда провайдеру однозначно выгоднее согласиться на наши условия и платить, чем отказаться от наших каналов. И все провайдеры, в смысле все без исключения, с кем у нас были разговоры один на один, не вот так вот в публичном поле, да, широко для пиара, а один на один, они все признают, что действительно условия сформулированы таким образом, когда выгоднее на них согласиться. Выгоднее с точки зрения бизнеса. Когда мы переходим на коммерческие отношения, это самая важная история. Да? Поэтому, ну, с точки зрения цены, мне кажется, разговор, в общем, не очень правильный. Это не проблема цены, это проблема принципа. Скажем, вот ваш продукт, вот, который вы производите, он доступен зрителю через спутник, правильно? Совершенно верно. Он доступен через кабельную сеть. Совершенно верно. И через эфир. Через эфир. Да. Значит, у вас абсолютно не эксклюзивный продукт. Совершенно верно. А почему вы продаете не эксклюзивный продукт? Прекрасный вопрос, с удовольствием отвечу. Еще недавно кабельные провайдеры платили несравнимо большие деньги, чем то, что попросили мы, несравнимо большие деньги. За российские каналы, которые точно так же были свободно доступны на спутнике. Ну, сам дурак тоже не ответ. Смотрите, это то, что происходило. То есть кабельные провайдеры были готовы платить россиянам за российские каналы и почему-то не готовы платить украинским группам за украинские каналы, при том, что наши каналы намного более рейтинговые. И это факт. А прямо сейчас есть много украинских каналов на спутнике в открытом виде, доступные, бесплатные для зрителя, за которые кабельные провайдеры, многие кабельные провайдеры платят деньги. И опять же, большие деньги, чем те, которые просим мы. При том, что эти каналы намного менее рейтинговые, чем те, которые есть у нас. В смысле, это рынок, это нормально, мы отреагировали на ту ситуацию, которую видим. Ну,